с вами на SmartTalks по-прежнему 203. И сейчас мы поговорим с вами про Azure функции. Почему про Azure функции и почему опять про Azure функции? Да, меня зовут Виталий. Я что-нибудь делаю, что-то есть. Что Azure функции? Про Azure функции не говорил только ленивый. У нас даже есть несколько смарт-толксов уже по Azure функциям. Другое дело, что о таких простых вещах нельзя не говорить, потому что это те вещи, которые реально нам помогают что-то хорошее делать, что-то где-то экономить и так далее. Но для меня на самом деле было интересным опытом применения Azure функций. И, собственно, я хотел бы с вами им поделиться, рассказать о том, что было у меня, как с этим все было и что из этого стало. Собственно говоря, и показать, насколько удобно и просто это можно делать не только в стандартном стеке .NET, но и на примере, допустим, Node.js. То есть мы посмотрим немножечко JavaScript, совсем чуть-чуть. Вот. План такой, мы посмотрим, что такое Azure функции, посмотрим триггеры срабатывания. Да, этот SmartTalks уже больше для технических людей, подкованных. Поэтому добро пожаловать. Посмотрим, каким образом создаются функции, посмотрим, каким образом они деплоятся, как настраивается CI/CD. Посмотрим, каким образом их можно, грубо говоря, распространять, потому что то, что ты сделал для себя, это здорово, но, может быть, это полезно еще кому-то. Посмотрим масштабируемость и поговорим про ограничения. Итак, Azure функции. Azure функции живут на Azure портале. У нас есть Service Apps. Мы можем посмотреть те, которые у нас сейчас есть, собственно говоря. И здесь же мы можем создать новую функцию, но это не интересно. Новую функцию, там что-то так, что-то не так. Это не интересно. Интересно, допустим, создать новую функцию из Visual Studio Code. Каким образом создается из Visual Studio Code? Во-первых, нам нужна сама Visual Studio Code. Так. Нам необходимо убедиться о том, что у нас стоит расширение определенное. Так, это супер. Но хотелось бы новое. Windows. Да. Мы должны убедиться, что у нас стоит расширение, связанное с Azure. Вот это, Azure Functions. Дальше мы говорим про Node.js, соответственно, мы говорим о том, что должна быть на текущий момент 10-я версия. Там есть небольшое отставание, то есть текущая там 14-я, стабильная 12-я. Мы говорим о том, что 10-я та, которая поддерживалась на тот момент, когда я с ним последний раз работал. Может быть, уже сейчас есть поддержка 12-й, но пока 10-я. Большинство пакетов уже они работают с 10-й нормально, поэтому особых проблем это не вызывает. Дальше. Что дальше? Дальше у нас должна быть подписка Microsoft. И, в принципе, все. Можем начинать. Какие вещи в Azure функции выносятся? Вот, прежде чем мы начнем. Azure функции. Например, какие-то обработки сервисные туда можно вынести. Что, например, и какой от них интересный эффект?
Эффект в том, что если вам нужна какая-то конвертация, какое-то шифрование, какое-то сжимание, что-то там, получение каких-то сложных или не очень операций, то для этого всего можно использовать Azure функции. В базовой версии 1 миллион или 2 миллиона вызовов первых, они бесплатные. Второй миллион вызовов стоит $20. Таким образом, вы получаете 2 миллиона вызовов за $20. Ну, то есть, как бы вообще очень, очень низкая цена вызова этих функций. Для того, чтобы получить чтобы выбрать миллион вызовов, нужно посчитать, сколько ее вызвать. Соответственно, если мы говорим о том, что нам нужно сконвертировать файл, допустим, DBF в JSON, какая-то операция может быть, это, предположим, приходит банковская выписка в DBF, да? Импортировать ее в облачную систему не совсем удобно в JSON. В стандартных конвертерах их, собственно говоря, не очень много. Поэтому один из сценариев использования мы можем написать Azure функцию, которая по HTTP запросам, как веб-сервис, получает этот файлик DBF-овский, конвертирует и возвращает JSON файл. Как это физически реализовать? У нас можно настроить Microsoft Flow, которая будет следить за папкой OneDrive. Если в этой папке появился DBF-файл, она вызывает REST API, то есть Azure функции, и передает ей этот DBF-файл. Назад получает отпаршенный, собственно говоря, преобразованный файл JSON. А дальше этот JSON либо ложит опять же в какое-то место в OneDrive, либо запускает еще один сервис импорта этого файла вовнутрь D365. Один пример. Второй пример – архивация. То есть если нам нужно какие-то вещи архивировать и ложить в какое-нибудь место, допустим, документы, оригиналы документов, да, чтобы они у нас складировались. Место сейчас денег стоит, тем более если мы говорим про Azure, а в архиве оно чуть-чуть меньше занимает. Поэтому, может быть, это все в архиве хранить. И если так, тогда почему бы на Azure функцию не повесить функцию, собственно говоря, архивации? Примеров использования просто нужно включить фантазию, да, и их много. И мы, понимая, сколько это стоит, мы понимаем, что на самом деле это очень интересный механизм для того, чтобы делать. Azure функции поддерживают .NET, они поддерживают, собственно говоря, JavaScript, Node.js, они поддерживают Python и поддерживают PowerShell. Нет, Python поддерживает и поддерживает PowerShell. Соответственно, если мы говорим про какие-то административные задачи, допустим, системных администраторов, то на PowerShell мы можем написать скрипты, которые точно таким же образом вызвать. Я не знаю, автоматизировать там, создание чего-то где-то. Пришел новый сотрудник на работу, да, мы для него ввели только там какие-то необходимые параметры, а дальше по системе, по сети побежали уже PowerShell запросики, которые выполняют те или иные нам необходимые операции. Регистрация в постсистеме для получения завтрака, там, не знаю, выдача ноутбука. Из головы придумать, но тем не менее. То есть как бы мы можем использовать как мы, собственно говоря, хотим. К недостаткам Azure функций стоит отнести то, что у нее несколько сервис-планов. Мы говорим про дешевый сервис-план, недорогой сервис-план. И там есть такая штука, как время старта. То есть пока мы ей не пользуемся, она спит. Соответственно, когда мы первый раз попользуемся, начнем пользоваться ей после долгого спанья, ей нужно время для того, чтобы проснуться. Когда она проснулась, запросы уже, собственно говоря, отрабатывают шустро. Но первый запрос, он на самом деле дольше. Есть возможность перевести эту Azure функцию на другой сервис-план, тогда она не будет засыпать. Другое дело, что это становится сразу немножечко дороже, и тогда интерес немножечко, собственно говоря, теряется. Но это по Azure функциям. Дальше давайте создадим что-нибудь. Давайте что-нибудь сделаем. Для того, чтобы создать Azure функцию из, собственно говоря, Visual Studio, что мы должны сделать? Перейти на закладочку Azure функций, вот тут. Здесь есть такая штучка, Create New Project. Нажал? Вроде нажал.
Ну, допустим, пусть будет эта папка. STR-STP. Select. Выбрали, создали, выбрали, собственно говоря, папку, в которой будем размещать проект. С точки зрения Node.js, JavaScript, проект – это папка. Да? Соответственно, мы будем оперировать словом проект и папка, и это одно и то же. Дальше мы видим список поддерживаемых языков. JavaScript, TypeScript, C#, Python, Java и PowerShell. Нас интересует сейчас JavaScript. Нажимаем ОК. Дальше список триггеров, на которые будет отрабатывать функция. То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что эта функция должна сработать когда и вот что когда. Например, мы можем слушать из Event Hub какое-то сообщение. Ну, допустим, температура в офисе повысилась на 2 градуса. Из Event Hub слушается эта температура, которую датчик передает, и Azure-функция срабатывает и что-то делает. Да? Второй пример – это пользователь зашел, веб-адрес ввел, нажал ОК, и эта функция, собственно говоря, чего-то там сделала. А в нашем случае выберем простой HTTP-триггер, для того, чтобы через веб мы могли чего-то получить. Дальше нам необходимо ввести название этой функции. Ну, придумывать не будем, пусть так и останется. Триггер 1. Следующее – это тип доступа. Тип доступа может быть анонимный, доступ на уровне функции, доступ на уровне администратора. С точки зрения нашего учебного проекта нам все равно, поэтому мы оставляем анонимный. Вообще крайне не рекомендуется использовать анонимный, потому что все тогда имеют к нему доступ. Что теперь сделать? Открыть, собственно говоря, получившееся нечто в новом окошке или в текущем? Мы говорим в текущем. Оно все равно открыло где-то. Что-то делает. Ждем чуть-чуть. Да. Так, это нам не интересно. Значит, что произошло? У нас создался проект в нашей папочке. Этот проект, у него внутри это стандартный проект Node.js, в котором есть файлик, который называется package.json. У него есть local settings JSON. Package.json, очень-очень грубо говоря, в нем содержится информация о тех пакетах, которые нам необходимо установить. Например, мы хотим конвертировать из DBF в XML. Значит, мы сюда должны добавить какой-то дополнительный пакет. Мы что-то пишем здесь, добавить какой-то пакет. Local settings JSON, здесь мы храним какие-то секретные вещи. Ну, допустим, у нас есть внешний веб-сервис, и мы к нему логин с паспортом храним здесь. Local service. А что ж ты прыгаешь-то? Так. Да. Следующее, что интересно, это, собственно говоря, папочка с функцией. Azure функция из себя представляет некое хранилище нескольких папок. Ну, например, если вы делаете интеграцию с внешней системой, то шаги и хотите сделать, допустим, коннектор к этой внешней системе. Допустим, мы будем делать свой коннектор к Axapti. Для того, чтобы сделать свой коннектор к Axapti, мы должны понимать, что на первом этапе пользователь захочет выбрать из выпадающего списка список Data Entity. Да? То есть первая функция, которую мы должны сделать, подфункция внутри нашей функции, которая называется список Data Entity. Вторая подфункция в нашей функции – это список полей по выбранной entity. Третья – это получение самих данных. Соответственно, здесь можно создавать несколько функций, и эти функции будут работать. Нас интересует только одна, она имеет очень простой стандартный вид. Для того, чтобы посмотреть, как он работает, мы просто берем его и запускаем. Каким образом запускаются Azure функции? Мы говорим run, start without debugging. И наша функция чуть-чуть компилируется. Вернее, запускаются всякие штучки, проверяются. Она проверяет о том, что все пакеты и зависимости у нас установлены.
и запускает выполнение этой функции. Причем на текущий момент мы же все это делаем локально, поэтому всю эту информацию Azure функция выполняет у нас локально. В конце запуска оно нам покажет такую замечательную картинку. Да, замечательно. Вот как раз и Application Shutdown. Почему? Потому что текущая версия у меня 13.6. А это не здорово, поэтому он сказал, все здорово, только работать не буду. Так, сейчас что-то придумаем. NVM. Active 10, 17. Так. NVM use. Извините. Use. Так, все супер. Теперь запускаем еще раз. Run, start without debugging. Это те ограничения, о которых мы говорили, о том, что на текущий момент Node.js поддерживается только версии 10. Вот, смотрите, что у нас есть. У нас есть наше API, которое мы можем шмакнуть. И наша функция нам что-то ответила. Видите? То есть это стандартный наш запрос, который get-запрос, который мы с вами умеем делать. И наша функция нам ответила. Если мы передадим в эту функцию что-то типа name равно smart, она пишет: привет, st, trigger execute successfully. Вот это первая наша Azure функция. Мы ее уже написали. Дальше мы просто пишем обычным образом, как это делается в обычном виде. Допустим, если нам нужен какой-то пакет, то мы его инсталируем. Мы пишем npm install и имя пакета. После того, как мы написали имя пакета, он добавился у нас в package.json в область dependencies. И при деплое у нас этот пакет будет проинсталлен на виртуальную машину, собственно говоря, той штуки. Следующее, что хотел показать, это каким образом дебажить. Ну, то есть мы с вами видели, что оно работает на локальном. Мы можем здесь поставить точку остановки и сказать debug. Start debugging.
Соответственно, смотрите, мы с вами открыли эту функцию, и в это время у нас все затормозилось. Почему? Потому что вот наша точка остановки. Мы получили о том, что у нас есть request. Request – это тот входящий параметр. Мы, допустим, его отпустили дальше, пусть идет. Мы хотим здесь указать name еще раз. Мы пишем знак вопроса. Дальше пишем name st. И ждем, смотрите, видите, обновляется. Ждет, пока, собственно говоря, выполнится. Вот наш name. Мы наш name получаем. Вот он. Наш name равно st. Вот значение st для нашего name. Таким образом, мы сразу можем дебажить то, что нам нужно. Это делается очень-очень просто. То есть вообще никаких заморочек. Так, то есть функцию нашу мы сделали, мы ее отдебажили, все нам хорошо, все замечательно. Теперь каким образом нам можно эту функцию деплоить? Давайте поговорим. Для того, чтобы задеплоить функцию, необходимо в Azure функциях, вот здесь. То есть мы дописали здесь свои куски логики, там, не знаю, пакеты, инициализации, запросы, обработки. Все здесь записали. Потом в Azure функциях мы нажимаем кнопочку Deploy to Function App. Выбираем подписку, в которой мы, собственно говоря, будем производить деплой. У меня подписка MSN-овская. Дальше. Как я хочу, чтобы эта функция называлась? Ну, давайте сделаем create new функцию. Имя. st203. Нельзя. 203. Вот такое вот название у меня будет. Какой Node, какую версию Node.js я хотел, чтобы она поддерживала? Node.js 10. Где бы я хотел, чтобы она размещалась? Я бы хотел, чтобы она размещалась в West Europe. И, собственно говоря, мы с вами ждем вот этой замечательной штуки. Можем посмотреть, что она делает. Она создает ресурс, потому что мы делаем деплой первый раз. В этом ресурсе она создает Azure функцию и деплоит эту функцию туда, куда нам нужно. Вот, собственно говоря, и весь деплой. Сейчас он закончится, и мы посмотрим на Azure портале. Пойдем на Azure портал. Так, есть тут наше счастье? Есть. Ресурс групп. Вот она, SmartTalks. И вот у нас ресурсы есть. Это Storage аккаунт нам необходим. Нам нужен Application Insight для того, чтобы смотреть, каким образом происходит работа, собственно говоря, этой функции. На списке Azure функций, наверное, здесь обновить что-то можно. Да, вот появилась наша Azure функция сама.
Мы ждем, пока она, собственно говоря, продеплоится. 3. Проверяем. Вот наш HTTP триггер. Переходим в него, смотрим, что он делает. К сожалению, пока мы с вами что-то делали. Microsoft изменил внешний вид. Сейчас они показывают новый вид. Как оно по-новому выглядит. Другое дело, что новое все замечательно, но оно еще не настолько удобно, как старое. Сейчас мы попробуем найти, где перейти к старому виду. Пока мы ищем, как перейти к старому виду, смотрите, что у нас есть. У нас overview есть, точно. Здесь overview. Да что ж с ним? Мы можем получить ссылку на эту функцию. И, соответственно, если мы в нашем браузере ее вызовем, то отработает уже, собственно говоря, наша Azure функция уже из Azure. Name SSS. Сейчас мы где-то магическим образом что-то переключим. Нас система предупреждает о том, что наше вот это приложение находится в состоянии только редактирования. Почему? Потому что оно знает, что мы сделали деплой из Azure функции из нашей, из Visual Studio Code. Если мы говорим про другой процесс, то есть мы хотим продеплоить локально, здесь есть инструкция, каким образом это делать. То есть куда мы хотим деплоить? Мы хотим деплоить Visual Studio Code, мы должны сделать инсталл вот этого пакета, New Project, каким образом получить, что делать для того, чтобы это все получилось. Так, деплой сделали, это хорошо. Вот, Classic Function API Management, слава богу. Что здесь? Здесь просто удобнее показать то самое интересное. Соответственно, управление функцией, мы можем ее остановить, и тогда, да, запросы вот этого вида, они уже выполняться не будут. То есть страница не отвечает. Можем снова стартовать. Тень. Вот наша функция. Дальше в тех смарт-токсах, которые у нас уже есть, ребята очень хорошо рассказывают, чего здесь и как. То есть в очень 2 словах вот наш код. Это возможность получить URL нашей функции для вызова. Дальше, где мы будем его использовать, в браузере, в Postman, это абсолютно второй вопрос. Каким образом работает Integrate? То есть мы можем взять и какие-то параметры здесь в методе в файле FunctionApp добавлять, изменять. Я покажу, как это работает. И, собственно говоря, это и есть процесс создания Azure функции, деплоя и запуска. Самый простой процесс.
Из того, что еще интересно, интересно следующее, о том, что если у нас есть какие-то переменные, то эти переменные, какие-то security key или еще чего-то, мы храним в файле, который называется package local settings.json. Этот файл, он даже исключен, если мы посмотрим func.ignore, то мы этот файл исключили из публикации. Почему? Потому что там могут быть какие-то ключи, которые не должны быть доступны внешним пользователям. Каким же образом эти значения устанавливаются на стороне функции, на стороне, собственно говоря, Azure функций? Я покажу на примере другого проекта. Есть Azure функция, которая называется TableFunc. Чего она делает? Она по OData возвращает, собственно говоря, MS SQL данные. Соответственно, в package.json у нас есть всякие dependency, например, queryString и Tedious, две библиотеки. Если мы посмотрим в самой функции, то мы эти библиотеки используем. Вот, допустим, мы используем queryString и Tedious. Дальше у нас есть такая штука local settings.json. Все это здорово. Это те параметры, которые мы задаем, секьюрные, которые нам необходимы. Соответственно, внутри нашего кода мы эти параметры используем следующим образом. Мы говорим о том, что process, env, и это переменная extended logs. Если мы посмотрим local package.json, вот у нас есть переменная, которая называется extended logs. Когда мы произвели публикацию, то есть deploy в Azure функции, то этот файл не продеплоился. Каким же образом сама Azure функция должна понимать, с чем ей работать? Давайте перейдем к Azure функции, к этой конкретной. Так, вот сюда, да, Classic Management. В конфигурациях мы должны создать самостоятельно вот эти переменные, которые называются, как я там говорил, вот extended logs. И мы можем посмотреть ее значение. Соответственно, мы ее можем так изменить здесь, добавить какое-то значение, ну, либо в более каком-то привычном виде найти ее extended logs и написать true или false. Здесь в value. То есть без изменения программного кода мы локально тестируем, когда у нас есть этот файлик, но когда мы уже опубликовали в Azure функцию, мы должны, собственно говоря, эти значения устанавливать в те, которые нам необходимы. Первое. Второе. Deploy. Deploy с точки зрения Azure функции может быть вот такой простой, когда мы переходим на закладочку Azure функции, вот она. Нажимаем на кнопочку Deploy, и тогда эта функция деплоится в те ресурсы, которые нам необходимы. Но так неинтересно. Почему? По двум причинам. Во-первых, это не настолько интересно, насколько хотелось бы. И, допустим, нет какой-то проверки. У нас возникают вопросы, как будут работать несколько разработчиков одновременно на одной функции. Потому что если функция, предположим, чуть-чуть больше, чем 3 строки, то возникают вопросы, каким образом с ней бороться. Поэтому есть такая штука, называется CI/CD, это Continuous Integration Development. Смысл в следующем, в том, что ваша функция работает, пока вы что-то в ней там ковыряете. То есть вы не говорите о том, что Вася, я сейчас функцию подправлю, не трогай ничего. Да? Вам нужно подправить функцию, вы локально у себя ее подправляете. После того, как закончили, ваша задача всего лишь навсего сделать чек-ин, то есть зайти в контроль версий, ваши изменения, сделать правильный чек-ин и сказать о том, что я хочу зачекинить эту функцию. Нажимаете галочку Push, и ваши изменения идут в систему контроля версий. Система контроля версий понимает, что пришел новый чек-ин,
она делает билд вашего приложения. И если билд, а билд это несколько этапов, сейчас расскажу. Если билд успешный, тогда она делает публикацию этой функции. Что за шаги в билде? В билде шаги. Первое – это инсталляция всех пакетов, всех зависимостей. Вы увидели 2 дополнительных библиотеки, соответственно, эти библиотеки нужно что? Ставятся они, не ставятся. Может, они уже недоступны, может, они там не работают с текущей версией Node.js или еще чего-то. Вторая штука – это тесты. У нас есть такая замечательная штука, как автоматическое тестирование. И по-хорошему наш программный код должен быть покрыт программными тестами. И вот в билд включается понятие запуска тестов. И если хотя бы один тест провалился, значит билд не прошел. И вы не зачекинились. Вам приходит письмо о том, что билд failed, вам необходимо исправить вот такие-то ошибки и повторить, собственно говоря, чекин. Для того, чтобы после того, как все это выполнилось, ваша функция опубликовалась, вы, получается, больше не публикуете напрямую на Azure функцию. Вы публикуете в виде того, что делаете чекин в систему контроля версий. В моем случае, вот с этой функцией, которую я показываю, да. Здесь стоит развернут, собственно говоря, проект в DevOps, Microsoft DevOps, VSTS. И настроено при чекине, стоит у нас пайплайн о том, что нам необходимо делать. Какие действия выполнять. Если мы посмотрим, допустим, что делает агент, то мы видим, что сначала он извлекает все данные из последнего бренча, дальше потом он строит экстеншены, выполняет построение приложения, выполняет тесты, если они есть, здесь они, по-моему, и если все в порядке, тогда он финализирует. И в том числе у нас на релизах настроено о том, что при релизе происходит, после того, как сбилд сделался нормально, при релизе происходит деплой на Azure портал. Делается это все по мануалам. Мануалы очень подробные, мануалы хорошие, делаем по мануалам. Если мы это будем делать на примере Azure DevOps, у нас все будет замечательно, секьюрно и здорово. Другое дело, что есть такая штука, называется кнопка размещения. Выглядит она приблизительно так. Сейчас покажу. Да. Вот, Deploy to Azure. Эта кнопка на самом деле, это там 3 строчечки. И эта кнопка работает для приложений, которые размещены на GitHub. Теперь поговорим про GitHub. GitHub – это сайт, которым сейчас владеет Microsoft. С недавнего времени в него добавили такую замечательную вещь, как GitHub Actions. Это возможность делать билды точно так же, как мы их делаем, предположим, в Azure DevOps. При этом, если в Azure DevOps у нас есть какие-то ограничения с точки зрения там, не больше чем, там нужно следить, то в GitHub мы можем делать билды проще. И в стандартную, в бесплатную подписку, да, там тоже есть какие-то ограничения, но в стандартную бесплатную подписку входит достаточное количество билдов для небольших каких-то вещей. Более того, там можно настроить проверку сразу по разным направлениям, например, чтобы ваш пакет сбилдился для разных версий операционных систем, для Windows, для Linux, для macOS. И это все идет из коробки. Более того, GitHub сейчас разрешил делать приватные репозитории столько, сколько ты хочешь. Раньше было как бы лимитировано это количество. И GitHub Actions, они разрешены для приватных репозиториев. То есть никто не мешает вам ваш код размещать на GitHub и делать билды. При этом все идет с поддержкой там, не знаю, от сообщества, от комьюнити. Все шаги связаны. Есть свой marketplace, где уже готовые шаблоны на то, чтобы делать билд функций. Да? Есть готовые шаблоны на то, чтобы делать деплой этих функций в Ажуре. Соответственно, я про что сейчас говорю, про что агитирую. Больше пользуйтесь GitHub и стройте приложение в открытом доступе, и у вас будет счастье.
Это Microsoft пропагандирует, это не я сам придумал, собственно говоря. Ну, вот как-то так. И, собственно, по вот этой вот конкретной функции, если мы на нее посмотрим, еще какой-то момент хотел показать. Нет, нам вот эта функция интересна. Я покажу, что она делает. У нас сегодня уже были запросы к SalesTable. Та же функция делает приблизительно те же вещи. То есть если мы ей указали базу данных внешнюю, то мы можем написать SalesTable, дальше топ равно 1. Эта Azure функция идет, делает запрос в SalesTable, выбирает первую запись и в виде JSON нам отображает на экране. Вот, собственно говоря, этот респонс мы получили. Зачем я это показал? Потому что нам этот запрос понадобится чуть позже. Теперь вернемся к Visual Studio Code. Еще пару вещей покажу. Да. Однако у нас есть возможность из Visual Studio Code общаться с этой функцией, то есть смотреть, что в этой функции вообще есть. То есть мы можем открыть вот здесь вот браузер, вот наша функция. Можем посмотреть ее параметры, можем присоединиться к ней для того, чтобы посмотреть чего-то где-то как-то, посмотреть логи. Application Settings я же вам показывал, да, вот, как же, вот мы на сайте. И вот, собственно говоря, вот он и есть. И мы здесь можем увидеть, где use. Вот, external log. Видите, значение true. Мы можем отсюда увидеть и даже его отсюда же отредактировать. То есть, находясь внутри Visual Studio Code, не особо ходя даже на портал, на Azure портал, мы можем очень многие вещи делать. Так, это показал. Логи, прокси, слоты. Да, это есть. Следующее. Следующее, что это интересная штука, которая называется Artillery. Есть такой пакет, Artillery называется, NPM. Сейчас мы на портале откроем что-нибудь хорошее. Где же? Те же на манеже. Это не то, сейчас. Пока я доехал, спрятали. Пойдем другим путем.
Лог это показывает, собственно говоря, наше сообщение. Это не то. Ну, туда пойдем, сверху вниз. Так, статистика по вызовам функций. Есть что-нибудь? Нам интересен лайф. Монитор. Монитор показывает всякую информацию. Правильно. Нет, это же было гвоздем программы. Сейчас еще пару минут. Так. Жаль. Да, вот. Application на сайте, точно. Что такое Live Metrics? Live Metrics нам показывает информацию о том, каким образом сейчас себя чувствует функция. То есть, что здесь есть, сколько у нее запросов отработано, сколько у нее серверов сейчас запущено и так далее. То есть, если мы посмотрим на вот эту вот функцию, то сейчас у нее за последние 60 секунд не было запросов. И если мы попытаемся сделать какой-то запрос, допустим, мы говорили про Sales Table, ну пусть будет топ-10, мы получили уже респонс, и вот здесь мы видим всплеск. Это, собственно говоря, отработала наша функция. Более того, мы видим с вами, что сейчас в онлайне 3 сервера. Вот их, эти экземпляры серверов. 1, 2, 3. Нам это не интересно, мы их пока уберем. Тем не менее, вот 3 сервера, по которому видно загрузку и так далее. Что делает Artillery? Artillery замечательная вещь, она позволяет нам задать нагрузку на наше соединение. И где? Documentation. Да, то есть мы должны выполнить вот такую замечательную команду. Мы говорим о том, что Artillery Quick, count 10, N20 и, собственно говоря, наш сайт. Он выполнит 10 от 10 виртуальных пользователей по 20 HTTP запросов типа GET. Вот в качестве вот этой строки мы с вами можем... Где наш? Да.
Замечательный пример. Мы будем с его стейбл делать топ-10. Запускаем. И пошло, собственно говоря, выполнение. Пока выполнение идет, давайте посмотрим на Live Metrics. Каким образом себя ведет Azure функция. Обратите внимание, загрузка выросла. Сервера начинают работать. Один сервер использует 96%, второй 91%. У нас идет количество процентов выросших возросло. Добавился 4-й сервер, добавился 5-й сервер. Почему? Потому что система понимает, что нагрузка на текущую функцию возросла, и она поднимает новые сервера для того, чтобы правильное время отрабатывались вот эти запросы. Смотрим на лог. Artillery уже отработала, и она сказала нам о том, что минимальный запрос прошел за 168 миллисекунд, максимальный за 23 тысячи миллисекунд, в среднем 500 миллисекунд на запрос. Если мы повторим сейчас это же, кстати, обратите внимание, сейчас, после того, как система отработала, у нас все еще 5 серверов активны. Если мы добавим сюда каких-нибудь метрик, допустим, не 20 запросов, а 30, и пользователей 15. Система начинает сама смотреть, куда отправлять какие запросы, какие сервера у нас подняты, сколько серверов подняты, как она отрабатывает, и сама балансирует нагрузку. То есть я чего этим хочу сказать, что если мы будем делать эту систему самостоятельно, то есть представьте, перед нами есть функция конвертер, конвертирует данные из одного состояния в другое. Мы говорим нашим пользователям на предприятии, все, можно пользоваться. Пользователи пришли и начали пользоваться. Первое, на что мы попадаем, это на то, что наша функция, грубо говоря, недоступна всегда по какой-то причине. То есть SLA, да? SLA. Второе, о том, что эта функция при росте нагрузки, она не справляется, она не успеет обслуживать все запросы. И тогда мы обновляем страничку, она ничего не дает. Обновляем, она система занята, лишние соединения, собственно говоря, убивает. Нам нужно придумать механизм, который будет, собственно говоря, масштабировать нашу нагрузку на рост и на уменьшение. В случае с Azure функциями, вот я вам рассказывал их стоимость, я показал легкость их использования, и сейчас показал на то, как они масштабируются. То есть в случае с Azure функциями за первый миллион записей бесплатных вы получаете все это из коробки. То есть у вас есть масштабирование серверов, у вас есть масштабирование нагрузки, обслуживание, у вас есть 99,99 SLA. SLA – это, грубо говоря, как эта функция будет доступна. То есть у нас в году 365 дней, да, 366. А в каждом дне 24 часа, в каждом часе 60 минут. Если мы это все умножаем, то мы понимаем, что вот эта вот одна, которая там осталась до 100, да, это то, что им нужно на поддержку этого сервиса. Все остальное они гарантируют работу этой функции. Дождь, гроза, неважно, все работает. Поэтому Azure функция – это замечательная штука, и вот я бы рекомендовал ею пользоваться. Вернемся к презентации. Что у нас здесь с презентацией? Что такое Azure функции? Проговорили. Триггеры срабатывания, да, языки разработки, да, создание функции можно через портал, можно через VS Code. Деплой функции показал, CI/CD через майкрософтовский DevOps показал. GitHub работает таким же образом. В документации очень подробно написано. Распространение функций. Вот эта вот замечательная кнопочка. Если у вас есть приложение, и оно на GitHub, просто нажимаете на кнопочку Deploy to Azure, открывается окошко, в котором говорит, какой подписки хотите, вот в этой. В какой группе, вот в этой.
Нажимаете ОК, и вот эта функция из GitHub, она начала деплоиться и продеплоилась у вас в вашу подписку и начинает работать. Масштабируемость показал Artillery. И, собственно говоря, ограничения. Ограничения, надо понимать, что Azure функция – это service-less компонент, то есть state-less компонент. То есть она не запоминает данных, она как девушка, да, то есть там хоба и забыла. Соответственно, и обращаться с ней нужно также. У нее есть еще одно ограничение о том, что она не может работать больше, чем 10 минут. Вот. Но это опять же, да, там поработала, там макияж, навела порядок, все хорошо, да. Но 10 минут отработала. То есть надо понимать, что в Azure функции у них есть ограничения. То есть мы получаем очень легковесный инструмент, он позволяет очень много, но у него есть какие-то ограничения. Какие-то из ограничений, собственно говоря, можно преодолеть. Ну, например, есть специальный тип функций, когда мы говорим о том, что это длинная функция. Там не 10 минут, а 20 минут она может выполняться. Мы можем выстраивать функции, работающие друг за другом, таким образом передавать текущий статус. То есть, чтобы там, я с Ванькой встречалась, да, там он классный парень. Хоп, передали, да, другой функции какую-то информацию о том, что Ванька классный парень, вот, собственно говоря. И ну все, на самом деле. Есть много планов. Microsoft предоставляет, вы можете использовать сервис-план, понятное дело, дороже, когда Azure функции не засыпает, но в обычном режиме, там в 98% случаев, достаточно того, что вот есть из коробки, оно вот так вот работает. Разместили, вы оформили подписку на портал Azure, я личную свою, не компанию, личную свою подписку создал на Azure портал, разместил там какую-то свою функцию, и она там крутится, и в принципе меня все устраивает. Вот. Немного запросов, но я точно знаю, что каждый день, если я чего-то делаю, то оно там, оно работает, и у меня все хорошо. Да. На этом все. Если вопросов нет, то думаю, что мы сегодня справились. Да, спасибо большое. Приходите еще.